Всем привет, я Наташа. И это видео для новичков, для тех, кто делает маникюр сам себе в домашних условиях. И покажу вам, как можно сделать маникюр дома без фрез и ремувера. Вот так выглядит результат, а вот такими мои ручки были, со всеми прелестями, приросшей кутикулой и боковыми валиками в сезон мандаринов. Для маникюра буду использовать апельсиновую палочку, обязательно острую, пилки для пилочного маникюра. У меня это сменные файлы на пластиковой основе, пилка и баф. Они клеятся немного с отступом от основы. Отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, аккуратно, маленькими шажками отделяю кутикулу. Открываю синусы. Палочка должна свободно двигаться под кутикулой. Далее пилкой, на которой у нас есть два рабочих угла, счищаю птериги под кутикулой, заводя под нее уголок. Снова отодвигаю кутикулу и как бы шлифую кутикулу изнутри той же пилкой. Если пилка забивается, вычищаю ее щеткой. Теперь пальцем, направляя кутикулу вверх и ставя пилку ребром на ноготь, подпиливаю кутикулу в одну и в другую сторону. Ни в коем случае не давим на ноготь. Слегка придавливаю кутикулу вверх пилкой. Теперь нужно срезать лишнее. Ножницами убираю буквально тонкую линию кутикулы, и вам советую убрать самую малость. Во-первых, лучше срезать меньше, тогда и зарастать она будет меньше. А во-вторых, кутикулу еще нужно зашлифовать, а глубокий срез сделает ситуацию только хуже. Еще раз мягко подпиливаю кутикулу, апельсиновой палочкой постоянно ее приподнимая. Также этими пилками убираю жесткие боковые валики, они отлично с этим справляются. Приступаю к шлифовке бафом. Движения круговые, вначале в одну, а потом и в другую сторону. Протираю водой и любуюсь результатом. Да, конечно, фрезой можно глубже вычистить пазухи.
И в классике можно больше срезать кутикулу. Но нужно ли это все новичку в домашних условиях? Такой вариант маникюра безопасный, аккуратный, и после пилок ваш маникюр будет идеальный дольше, а ногтевая пластина здоровой. Также напоминаю, что режущий инструмент должен быть обязательно острым и стерильным, а пилки для маникюра одноразовыми. Ну и бонус, который обещала в конце видео – быстрое укрепление самой себе акригелем. Для начала спиливаю остатки материала, чтобы не было лишнего объема. Также шлифую отросшую часть ноготка. Протираю от пыли. Наношу тонко ультрабонд на отросшую часть и кончик ногтя. Тонко промазываю каучуковой базой. Сушу в лампе 30 секунд. Теперь подбираю верхние формы. Мне не важно, какой длины форма, так как я буду не наращивать, а только укреплять свою длину. Важно только, чтобы форма перекрывала обе точки роста и осталось место между формой и ноготком. Набираю горошину акригеля и ставлю посередине, ближе к краю ноготка. Прижимаю формой и двигаю форму, направляя материал куда нужно. У меня получилось с первого раза. Фиксирую прищепкой и сушу 2 минуты в лампе. Снимаю верхнюю форму, протираю липкий слой и сглаживаю переход. Поправляю форму свободному краю. Прохожусь пилкой по всей поверхности ноготка. Это реально рабочая схема для тех, кто еще не справляется с выкладкой акригеля. Посмотрите, выходит полноценное укрепление коротких своих ноготков. Также нужно выпилить ноготки снизу, носиться тогда они будут просто идеально. Продолжая тему быстрого укрепления, я беру хорошо пигментированную базу и в один выравнивающий слой поправляю архитектуру ногтя. Просушиваю в лампе. Перекрываю топом и также просушиваю. И вот мое быстрое укрепление. Я иду доделывать себе ноготки, а вам спасибо за лайки, просмотры и комментарии. Напишите, было ли вам полезно. Пока-пока.